Итак, мы научились разрабатывать фрезеровки на основе контуров и автоматизировать расстановку фрез при помощи шаблонов. Не менее важной задачей является раскладка деталей в листы заданного размера и использование нескольких шаблонов одновременно. Поэтому в этом уроке я покажу, какие есть инструменты в макросе для оптимизации работы на этом этапе. Сначала нужно нарисовать контуры деталей. Это можно сделать вручную или при помощи макроса. Даже если вам надо нарисовать всего несколько деталей, я рекомендую это сделать через таблицу и макрос. Это гарантирует, что деталь будет нарисована правильно и на соответствующем слое. Можно использовать любые табличные редакторы. Я проверил работу макросов в таких редакторах, как Microsoft Excel, OpenOffice Calc, LibreOffice Calc и Google таблицы. В каждой организации они могут быть оформлены по-разному и не всегда так, как нам хотелось бы. Лично я получаю просто копию таблиц заказов на почту с указанием номеров заказов, которые нужно сделать, с эскизами, рисунками и пожеланиями клиентов. С этой копией я могу делать все, что угодно, поэтому я сначала привожу ее к такому виду, с которым мне будет удобно работать. Макрос может копировать данные из 5 колонок: высота, ширина, количество, первый комментарий, второй комментарий. При этом колонки с комментариями не обязательны. Пустых строк, колонок, ячеек не должно быть. Диапазон ячеек может начинаться и заканчиваться в любом месте страницы, но он должен быть непрерывным. Я удалю пустую колонку, добавлю 2 колонки для комментариев, и если есть пустые строки, тоже их удалю. Далее я делаю сортировку по наименованию, чтобы витрины были с витринами, ящики с ящиками. А затем я выделяю диапазоны с одинаковым наименованием и сортирую их по размеру. Сортировка не всегда нужна, все зависит от конкретной ситуации. В первом комментарии я всегда указываю, что нужно вырезать. Я пишу название пресетов или понятные для меня сокращения. М – мыло, деталь без фрезеровки. В – витрина. ВП – витрина под пленку, в ней нужно закруглить углы. Р – деталь по рисунку. Так как обработку кромок я делаю станком, то во втором комментарии я указываю вариант обката. Этих данных мне хватает для дальнейшей работы в CorelDRAW. Вы можете использовать комментарии по-другому или вообще не использовать.
Некоторые детали я удаляю из своей копии заказа, чтобы они мне не мешали. После фрезеровки все детали будут отмечены в бумажном варианте, а недостающие детали вырежет распиловщик из остатков. Теперь я выделяю нужный диапазон, правой кнопкой копирую и в макросе нажимаю кнопку «Загрузить новые размеры». Я могу фрезеровать в день примерно 50 квадратов, поэтому я сразу загружаю в CorelDRAW несколько заказов. Периодически я могу открывать компоновку и смотреть текущую квадратуру и количество деталей. С вечера я всегда оставляю 1-2 готовых листа, чтобы сразу отправить их на фрезеровку. Если заказов много, станок не должен стоять без работы. Фрезеровка одного листа дает мне примерно час времени на подготовку следующих листов. Каждый следующий лист, соответственно, добавляет мне час времени на работу с заказами. Детали из разных заказов рисуются рядами. Сортировку, размер и положение комментариев можно изменить в настройках таблицы. В конце этого этапа я сохраняю документы, таблицы мне больше не нужны. Если я не успею закончить работу, я могу возвратиться к этому документу в любое время. Теперь нужно нарисовать все фрезеровки. Я захожу в пресеты, перехожу к нужной папке, загружаю пресет, выделяю одну или несколько деталей и нажимаю старт. Если пресетов много в разных папках, то можно воспользоваться поиском. Можно писать хоть маленькими, хоть большими буквами. Если пресет есть, макрос его найдет. Далее нажимаю «Загрузить», выделяю деталь и нажимаю «Старт». Можно также воспользоваться авторисованием пресетов. Для этого я выделяю деталь и нажимаю кнопку А. Если макрос найдет пресет, а он ищет его по первому комментарию, этот пресет будет нарисован. Это работает и для одной, и для нескольких деталей. Поэтому я закрою документ без сохранения и открою его еще раз. Детали нарисованы. В первом комментарии указана фрезеровка. Я нажимаю кнопку В, чтобы выделить все детали. И далее кнопку А, чтобы нарисовать все пресеты. Все пресеты, которые макрос найдет, он сам загрузит и нарисует. Теперь я могу индивидуально работать с остальными деталями.
Если деталь будет подсвечена цветом, значит макрос не смог нарисовать пресет. Тогда я могу загрузить другой пресет ящика, например, или изменить отступы, или оставить так, как есть, чтобы исправить вручную вортками. Кроме электронных таблиц, у меня есть и распечатанные таблицы заказов, к которым могут быть прикреплены рисунки или фото. Где-то нужно добавить витрину определенного типа. Если бы был пресет, она была бы нарисована автоматически. Если пресета нет, я могу внести изменения во фрезеровку и нарисовать эту деталь. Где-то отступ отличается от того, который сохранен в пресете. Я загружаю пресет, меняю отступ и рисую деталь. Если отдельные детали нужно разделить на несколько частей, я это тоже настраиваю и рисую. Если клиент попросил фрезеровку сделать без расшивки, я загружаю пресет, отключаю расшивку и рисую деталь. Для некоторых фрезеровок пресетов нет, но их настроить несложно. Например, полосы. Я задаю параметры, слой подписываю понятным мне названием, например, SF62, сферическая фреза диаметром 6 мм, глубина 2 мм и рисую деталь. Моя задача на данном этапе нарисовать все то, что не требует особого внимания. Какие-то сложные детали я могу вообще не рисовать на данном этапе. Я их все равно разложу по листам, чтобы забронировать для этих деталей место. А потом уже отдельно либо в CorelDRAW, либо в Artcam или другой программе я буду работать с ними индивидуально. Чем лучше продумана структура пресетов, принцип наименования пресетов, варианты фрезеровок, шаблоны, тем меньше остается ручной работы. В конце этого этапа я сохраняю документ. Бывает, что программы закрываются аварийно, и мне не хотелось бы в этом случае отрисовывать все заново. Детали можно сохранить раздельно, нажав кнопку 1. В папке мы увидим файлы с подписанными размерами. Можно сохранить сразу все детали одним документом. Макрос экспортирует векторы в формате DXF, и в этом случае видна польза сортировки. Упорядоченные детали проще раскладывать. И третий способ экспорта деталей – это использование функции компоновки. И здесь давайте разбираться. Элементов управления много, но я выделил их в определенные группы по своему назначению. В первой группе нужно задать параметры листа. Это может быть целый лист MDF, либо можно задать размер прямоугольной области, которая осталась пустой в предыдущих листах, либо задать размер части листа, которая у вас лежит в остатках. Здесь нужно также указать зазор между деталями и отступы от 4 сторон листа. Все значения указываются целыми числами. Логика раскладки деталей настраивается в параметрах компоновки. Первое, что нужно указать, это разброс значений. Если я укажу 0, макрос будет ставить рядом только детали с одинаковым размером. Если я укажу не нулевое число, макрос будет ставить рядом любые детали, размер которых отличается не больше, чем заданное число. Конечно, лучше, чтобы детали были идеально подогнаны по размеру, поэтому я указываю в этом параметре сначала 0. А если расклад получается не очень хорошим, то указываю 10-15 мм. Также нужно указать направление раскладки. Если указать Y, макрос будет раскладывать детали только вдоль оси Y. Если указать X, только вдоль оси X. Если указать оба варианта раскладки, макрос будет искать лучшие комбинации по обеим осям. Нажимая кнопку Preview, можно предварительно посмотреть на результат раскладки. Результат также можно видеть ниже в цифрах: площадь листа, остаток листа после раскладки, площадь оставшихся деталей, количество оставшихся деталей. Если в лист попадают детали маленького размера, то можно их исключить, указав значение в фильтре. Детали меньше заданного размера участвовать в раскладке не будут. Гораздо удобнее их вручную положить в Artcam по краю листа, либо отдать на распил.
Также для этого можно в любом листе слева или справа указать отступ, чтобы оставить полосу для этих деталей. На результат раскладки влияет исходный набор деталей. Иногда они складываются идеально, а иногда вообще не складываются. Если в наборе деталей у меня одни шкафы, то будет много остатков. Поэтому такие заказы я разбавляю любым очередным заказом с деталями небольшого размера, даже если они без фрезеровки. Пусть лучше их станок вырежет, чем будут стоять куски в остатках. Можно многократно менять параметры и смотреть превью, а потом вернуться к тем параметрам, которые оказались самыми лучшими. Когда я делаю выбор в пользу какого-то варианта, я учитываю, что у меня есть детали, которые остались от предыдущей работы, или брак, который нужно срочно переделать, или мелкие детали, пилястры, арки, которые я нарисую позже, и мне нужно оставить для них место в листах. После этого нажимаю «Сложить». Ввожу имя и сохраняю лист. Я использую простые названия для листов 1, 2, 3, 4. После импорта этих листов в WordCam я их удаляю. Таким образом я раскладываю детали, пока получаются полные листы. Для последнего неполного листа я подбираю такие параметры, при которых детали складываются более-менее ровным прямоугольником. В дальнейшем такой лист несложно будет дополнить деталями из следующих заказов. Либо просто сохраняю все детали как остаток, но так как они разбросаны по всему документу, я предварительно нажимаю кнопку «Упорядочить остатки» и макрос собирает их вместе. После этого я эти остатки сохраняю и импортирую весь вектор в WordCam. Если фрезеровка первого листа подходит к концу, я беру любой готовый лист, перемещаю его в нулевые координаты. Загружаю шаблоны фрезеровок, если нужно, добавляю вручную траектории. Например, в этом листе есть фрезеровка B1, B2 и полосы. Я загружу для них шаблоны, а обрезку и обкат я поставлю вручную. Так как все детали находятся на слое деталь, выделить их будет несложно.
Перед этим все остальные векторы нужно сгруппировать, чтобы фрезы из шаблонов применялись только для листа, над которым я работаю. Сгруппированный вектор становится невидим для траекторий. При сохранении траектории на флешку, конечно, я обращаю внимание на их порядок, чтобы станок не менял лишний раз фрезу. Сначала я выбираю траектории черновой обработки 12-мм фрезой. Затем доработка 6-мм фрезой. Затем гравировка и обработка филенок, канавки и расшивки в последнюю очередь. После этого я группирую текущий лист, убираю в сторону, разгруппировываю остальные векторы и продолжаю формировать листы.
Если нужно, перемещаю детали, дорисовываю детали по рисункам и подкладываю их в забронированное место. Каждый готовый лист группирую и ставлю в очередь на фрезеровку. Таким образом, в течение 1-2 часов я готовлю фрезеровку на весь рабочий день. А если идут заказы с простой фрезеровкой, я имею в виду без сложных деталей по рисунку или фото, то есть фрезеровки из каталога, на которые у меня есть и пресеты, и шаблоны, то за это время можно подготовить и 10, и 20 листов. Заказы идут потоком, поэтому если последние детали не складываются нормально, то я их оставляю и в следующем наборе листов складываю их с теми остатками в один общий лист и фрезерую его первым, чтобы работа над первой партией была завершена. Скорость и точность работы приходит с опытом. На примере своего подхода в работе я показал возможности макроса в части автоматизации. У вас может быть совсем другой порядок работы, и применять функции макроса вы можете, исходя из своих нужд. И еще несколько моментов, на которые я хочу обратить внимание. В компоновке есть фильтр, при помощи которого можно выбирать в листы только детали с определенным комментарием. Переключателем можно выбрать либо первый, либо второй комментарий. И вы сразу в списке видите все варианты, которые у вас есть. Теперь можно выбрать один или несколько пунктов, и макрос будет раскладывать только эти детали. Таким образом, можно в лист выбрать все фрезеровки, где используется один и тот же набор фрез, либо все детали с определенным видом обработки кромок. Первый комментарий нужен для автоматизации отрисовки пресетов, во втором я указываю обкат, но вы можете указывать любую другую информацию, чтобы использовать ее в этом фильтре. Номер заказа, очередность, станок номер 1, станок номер 2 и другие. Остатки можно не экспортировать в WordCam, а упорядочить и сохранить в документе. Следующую партию деталей загружать в этот документ и продолжать работу. Можно выбрать все детали без фрезеровки и отправить их на распил. Для распила зазор я указываю 4. Отступы от края листа можно уменьшить. И разброс указать нулевой, чтобы детали раскладывались полосами. Здесь я могу добавить подпись размеров деталей и сохранить лист для распиловщика. С этим листом он может работать в электронной форме, либо распечатать. Также здесь есть кнопка «Запретить поворот». При поиске комбинаций макрос может поворачивать детали на 90 градусов, и для ЧПУ это не проблема. Но если вы делаете расклад для текстурного материала, то можно запретить ему это делать. Хоть настроек немного в этой функции, я добавил возможность сохранять параметры. Поэтому можно настроить компоновку под определенные задачи и по мере необходимости загружать соответствующие настройки. В пресетах тоже остались еще две кнопки. Временный или ненужный пресет можно удалить. Удаляются только настройки, но если вы добавляли картинки, то они остаются. Кнопка «Выбор» позволяет выбрать пресет не из списка, а при помощи проводника вообще из любого места и загрузить. Но в этом случае уже связи с папками макроса нет, поэтому связанные кнопки и картинки работать не будут. Теперь вы можете пересмотреть порядок своей работы, начиная с таблиц до расстановки фрез в WordCam. Используйте на практике различные функции макроса, и тогда вы найдете для себя оптимальную последовательность работы.